Сегодня мы рассмотрим, как снять центральную консоль BMW X5 E53 кузов и рассмотрим, как заменить шторку подстаканников в центральной консоли. Тайм-код с навигацией вы найдете под этим видео. Рекомендую подключить автомобиль к зарядной станции. Начнем разборку со снятия внутренней части перчаточного ящика в центральной консоли. Для этого нам понадобится пластиковый инструмент. Так выглядят пластиковые фиксаторы. Далее нам нужно открутить 4 самореза в верхней части, один и второй саморез, и в нижней части один саморез и второй саморез. И снимаем задние вентиляционные решетки. И два пластиковых фиксатора с тыльной стороны вентиляционных решеток. Один пластиковый фиксатор и второй пластиковый фиксатор. Ответные части для фиксации в центральной консоли. Одна и вторая. И отсоединяем разъемы. И два самореза в нижней части. Далее снимаем ручку селектора КПП, снимаем чехол селектора КПП и снимаем пластик. И отключаем разъемы. Один разъем, второй разъем и третий разъем. Так выглядят фиксаторы пластика. Переводим коробку передач в положение драйв. Далее снимаем блок кнопок аварийной сигнализации и снимаем разъем. И откручиваем саморез под блоком кнопок аварийной сигнализации. Поднимаем вверх ручник и снимаем чехол ручника. И откручиваем саморез. Снимаем боковую обшивку. Откручиваем боковой саморез. И снимаем разъем прикуривателя с левой стороны центральной консоли. И отсоединяем еще один разъем. Откручиваем саморез, который фиксирует правую обшивку центральной консоли. И отодвигаем пассажирское сиденье в крайнее положение. И снимаем обшивку. И отключаем клеммы на прикуривателе. С каждой стороны у нас по 3 клипсы для фиксации обшивки центральной консоли. И ответные части для фиксации. Одна, вторая и третья. И откручиваем саморез с правой стороны. И задвигаем сиденье в крайнее положение. И снимаем заднюю часть обшивки центральной консоли. И выводим обшивку. Всего 4 клипсы для фиксации. Одна, вторая, третья и четвертая. Откручиваем саморез в нижней части центральной консоли. И задвигаем вперед сиденье. И снимаем заднюю часть обшивки центральной консоли с левой стороны. С этой стороны также 4 фиксатора, 4 клипсы. Раз, два, три, 4. И откручиваем саморез. И задвигаем сиденье в крайнее положение.
Приподнимаем центральную консоль. Снимаем блок кнопок. Отстегиваем разъем. Еще один разъем, который нужно отсоединить. И снимаем центральную консоль. И снимаем сборку подстаканников. Снимаем проводку. Откручиваем два самореза. Откручиваем два самореза в передней части центральной консоли. И откручиваем еще два самореза в задней части центральной консоли. И снимаем декоративную накладку. И отключаем разъемы на прикуривателе. И откручиваем 6 крепежных саморезов, которые фиксируют блок подстаканников. И снимаем блок подстаканников в сборе. Расфиксируем фиксаторы. И устанавливаем новую шторку подстаканников. Закручиваем два самореза в задней части центральной консоли. Закручиваем саморезы в центральной части консоли. И закручиваем саморезы в передней части консоли. Подключаем разъемы прикуривателя. И приступим к установке центральной консоли. Заводим консоль в вертикальном положении. Подключаем разъемы. Не забываем вывести разъемы. Подсоединяем разъем с левой стороны центральной консоли. И заводим в посадочное место заднюю часть центральной консоли. Фиксируем переднюю часть центральной консоли. Закручиваем саморезы с правой стороны и с левой стороны центральной консоли. По необходимости регулируем зазоры. И закручиваем центральный саморез. И подключаем кнопку. И
фиксируем в посадочном месте и проверяем. Подсоединяем разъемы центральной пластиковой панели. Фиксируем разъем. И устанавливаем пластиковую панель на место. И устанавливаем чехол селектора КПП на место. И устанавливаем ручку селектора КПП. Можно перевести в паркинг. И подвигаем сиденье вперед. И закручиваем задние боковые саморезы центральной консоли. И устанавливаем левую заднюю облицовочную панель центральной консоли. И фиксируем заднюю правую часть центральной консоли. И устанавливаем правую заднюю облицовочную панель центральной консоли. И устанавливаем задние вентиляционные решетки. Подключаем разъемы. Закручиваем саморезы. Устанавливаем резиновый упор воздуховода. И закручиваем крепежные саморезы в нижней части нашей центральной консоли. И устанавливаем пластиковый корпус перчаточного ящика в центральной консоли. И отодвигаем сиденье назад. И устанавливаем переднюю левую облицовочную панель. И закручиваем саморез. И устанавливаем правую облицовочную панель центральной консоли. Подключаем разъем прикуривателя. И закручиваем саморез. И устанавливаем чехол стояночного тормоза. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. До встречи на канале.